Ощущения после 2 лет стримерства. Всех приветствую! Я стримлю уже около 2 лет с серьезным настроем из двух всего один. На самом деле я делаю это видео, потому что мне некуда больше этого говорить, но поэтому поболтаю тут. Я слева не против. Поначалу в своем пути я пробовала как это. Для меня это было фоновым занятием и развлечением, чтобы было с кем поболтать, пока я рисую или играю. Стриминг с этой задачей довольно неплохо справляется. Если у тебя мало друзей, с кем можно обсудить любимые темы, то это неплохой вариант. Но только при условии, что ты сам можешь завлечь в беседы свой чат. За тебя никто этого делать не будет. Ну или будет, но не по той теме, которая тебя интересует. Но так как на старте почти зрителей нет, можно хорошенько потренироваться. Для этого и хорош медленный старт. Начинать сразу с рекламы и свалившейся с неба популярности не для всех подходит. Должно пройти время, прежде чем ты поймешь все азы стримерства. Если честно, я сама морально не готова к тысячам зрителей. Мне пока хорошо в моем маленьком комьюнити. Но если оно немного расширится, то тоже будет неплохо. Так вот, стартовый этап я и хочу пообсуждать, так как сама в нем нахожусь и немножко продвинулась. Я не буду обсуждать технические моменты, так как для этого уже есть много людей получше меня. И вот ты запускаешь свой первый стрим, его никто не находит, так как тебя еще никто не смотрит. Поэтому он появляется в самом конце списка из всех стримеров. И ты днями, ночами, неделями общаешься сам с собой. Это угнетающее состояние, я понимаю, но через этот этап нужно пройти, принять и понять, что нужно общаться с нулем зрителей так, будто тебя смотрят миллионы. Поначалу особенно это очень тяжело. Смотришь в монитор, болтаешь сам с собой. Я на этом этапе называла себя шизофреником. А иногда тихо плакала, пока играла. Да, было такое. Стоит всегда держать в голове, что кто-то все-таки тебя сможет найти и увидеть, что тебе самому не нравится процесс, и твой потенциальный зритель просто уйдет. Ливнет как сучка. Но чтобы весь процесс проходил более гладко, стоит задуматься, а как еще помимо стрима обо мне могут узнать? Тут есть два варианта, с деньгами или без. Но с деньгами все понятно, лучше всего нанять человека, который займется твоим продвижением. Но такие люди, как правило, имеют меньше проблем, и таких не так уж и много. В общем-то, ролика не смотреть в любом случае не будут. Так же легко с этим этапом получается у тех, у кого уже есть базовая аудитория в другой сфере. Да, это нечестно, но ничего с этим не поделаешь. Так что если в нашем случае нет ни того, ни другого, придется создавать все с нуля. Тебе придется стать своим же менеджером, если хочешь преуспеть в этом. Для начала следует определиться, для чего ты стримишь. Для поиска друзей? Отлично, тогда будь собой. Есть вероятность, что кто-то не пройдет мимо. Возможно, такой же маленький стример, как ты. Хочешь популярности? Делай интересное шоу. Хочешь денег? Крути подписчиков и казино. Пс, шутка. Такие без меня и без вас справляются. Тебе нужно для начала узнать, в чем твоя фишка, какой контент ты будешь создавать и почему тебе интересно смотреть. А что, если моя фишка никому не интересна? Можешь ты меня спросить. Так вот, если это что-то интересно самому тебе, то и кому-нибудь другому тоже будет интересно. Но мне самой, если честно, до сих пор кажется, что то, что я делаю, никому нафиг не надо, пошла вообще куда подальше. Я натыкаюсь на самых разных людей, и просто кто-то может раскрыть фишку в себе, а кто-то даже не пытается. Не все люди понимают, что это на самом деле большая работа. Думают, ну нажал на кнопку и сижу себе. Но другие люди, они действительно живут стримингом, создавая свой контент. Развивай социальные сети, YouTube, OnlyFans. И тебе стоит быть везде. Создавай что-то уникальное, что-то свое. Пока ты не стримишь, люди будут находить и смотреть весь твой остальной контент. Возможно, подключаться и к твоим стримам. Но не обязательно. Подглядывать за тем, как росли популярные стримеры, тоже иногда полезно. Но не перебарщивай с этим, иначе можешь потерять себя и станешь просто клоном. Стриминговые платформы, правда, очень плохо продвигают маленьких нас, так что нам придется делать это самостоятельно. В эти моменты следует не забывать про тайм-менеджмент, режим сна и физкультуру. У меня лично с этим все очень плохо. Помогите! Как вы справляетесь? У меня ничего не получается. Или не справляетесь?
Можете тоже об этом написать. Возможно, ты будешь бросать, а потом начинать все заново. А это ок. Не у всех сразу все получается. Для меня весь этот первый этап был весьма тяжелый, хоть и у меня был стартовый набор зрителей, из друзей, знакомых. Естественно, поддерживать долго они меня не стали, но я и не настаивала. Да я и не думала, что буду заниматься этим серьезно. Я несколько лет думала попробовать, но так и не решалась. Так получилось изначально. Я боялась, что меня никто не заметит. Либо будут приходить и говорить, какая я никчемная и тупая. Началось все с того, что я записывала видосик, как я играла в Skyrim, и отправляла это парню по переписке. Здорово, мы снова с вами. Пиу! Украшалок стало теперь еще больше. Еще больше. Не, ну голуби, конечно, в тему. О, да. О. Он сказал, что это выглядит весело. И тут моя самооценка повысилась. Я подумала, а может все-таки попробовать? Хотелось бы мне повысить вашу самооценку и сказать, ну попробуй, вдруг все получится. А вдруг не получится, а не хочу нести за это ответственность. Я изначально уже была блогером-художником, маленьким, правда, достаточно нишевым, не очень популярным, поэтому я начала с рисовательных стримов. Хороший старт. И делом своим занят и стримишь. Рисование тоже можно заменить на любой другой вид деятельности, но тут я немного промахнулась, и не все, кому нравится рисование, хотят смотреть, как я играю. Или смотрю аниме. Но я хочу делать все, и моя аудитория разделяется по разным кучкам. Тут главное уделять внимание теперь и тем, и другим, раз уж взялась. Но большинство, как правило, выбирают игры, так как игры делают за тебя сами по себе часть контента. Это совсем не обязательно сразу садиться играть в игры, но если уж собрались, то стоит посмотреть, сколько людей смотрит эти игры. Стримить непопулярные игры – это плохая идея, но стримить среднепопулярные, но любимые твои игры – это нормальная стратегия. Я ее обычно и придерживаюсь, разбавляя другим контентом. Одной из своих фишек я считаю свою аниме-внешность и голос, но также это и мое проклятие. Некоторые говорят, что я тупая, кринжовая малолетка, как только завидев меня, даже не узнав поглубже. Плак-плак. Хотя вроде адекватный человек, наверное. Мне вообще-то уже 27. Но так получилось, что мне нравится быть именно такой, какая я есть сейчас, и менять я ничего не хочу. Нужно будет просто смириться с этим, что твоя фишка не всегда будет всем понятна и принята позитивно. Как только ты завидишь неприятные вещи в чате, сразу бань. Иначе весь стрим будет испорчен твоим плохим настроением. Но как же? Это ведь единственный активный человек в чате. А ты хочешь, чтобы весь твой чат составлял только из таких людей, а? Если нет, то шли куда подальше. Идти на поводу у людей не стоит. Если тебе не нравится диалог, скажи это. Если он не понял, то бань. Различные мудилы и мимо тролли приходят ко всем. Тебе не стоит винить себя, почему это со мной происходит. А может и правда плохой? Нет. Им просто так хотелось сделать, и они бы это написали любому другому. Возможно, я это говорю в том числе и себе. Я еще в процессе борьбы с этим. Файт! До меня эта простая истина доходила довольно долго, и это влияло на мое ментальное состояние. В некоторые моменты мне даже становилось настолько хреново, что не то что стримить, мне ничего вообще делать не хотелось. Я слишком чувствительная, я знаю. Я борюсь с этим, но я художник, я чувствительная натура, все, отстаньте. В общем, это одна из причин, почему я анимешное лицо. Хоть я и выставляю свои фотки публично и не прячу свое лицо, на стриме я ни за что не покажусь. Я слишком травмирована. Я боюсь, что кто-нибудь обязательно скажет, ну ты урод, блин. Хотя, в общем-то, у меня самая обычная внешность. Мне так спокойнее, и я так раскрываю себя полностью как личность, ничем себя не ограничивая. Я так считаю. Меньше скованности, также в копилку к этому. Закрытые цифры делают тебя спокойнее. Просто не смотри на них, и станет гораздо легче. Мне грустно смотреть на уменьшающиеся цифры онлайна. Скорее всего, слишком грустно. Но также, когда к тебе приходит рейд, и все твои цифры слишком увеличились, к чему я была не готова, у меня такое было. И я очень нервничала и переживала. Возможно, я слишком тревожная. Я раньше об этом не задумывалась. Я начинала вести себя неестественно, странно или вообще почти игнорировала факт рейда.
Из этого ничего хорошего не получается. Еще один из важных для меня аспектов, чтобы стрим сохранял свою атмосферу и не превращался в монотонную работу. Ты теперь-то не можешь позволить себе играть вне стрима, так как это твоя работа. Ты должен отыграть сегодня ровно 5 часов именно в эту игру. И так каждый день. Ну или неделю. Так можно набрать просмотры, но что насчет лояльной аудитории? Когда ты не сможешь выдавать один тот же уровень контента каждый день, тогда ты перегоришь. Много людей просто от тебя уйдут. Тут только тебе решать, как поступать. Я не знаю, сколько у тебя моральных или физических сил. И что ты вообще планируешь делать со своими стримами? Просто предупредила о возможных последствиях. Идеально, конечно, было бы найти баланс и себе, и людям. Я не сказала ни слова про камеры, микрофоны и так далее. Все почему? У меня у самой из дорогого только комп. И то я начинала стримить с плохим. А это не главное в стриминге, особенно на начальных этапах. Самое главное – это вы сами и ваш контент. Можно просто вести интересные диалоги, вообще без никакой камеры. Вкладывать силы и деньги лучше сначала в это. Конечно, тебе должно быть хорошо слышно или видно, если ты глухонемой. Но можно купить что-то среднее и правильно настроить под себя. Все навороты и прочие штуки будут приятным сюрпризом для твоих постоянных зрителей. А они будут. Потому что на самом деле жить бывает довольно скучно и грустно. Для этого есть и мы, стримеры. А маленькие стримеры еще и могут общаться в чате больше, чем крупные. Пользуйся этим. Пока твой чат летит не так быстро, ты можешь проводить приятные беседы, а зрители это оценят. Представляешь, где-то есть люди, которым, возможно, не хватало именно тебя. И такого контента, которого еще никто до тебя не делал. Или делал, но мало. В общем, твоей целью должны стать не циферки. Это само собой придет, когда у тебя будет цель поглобальнее. А это делать интересный контент. Да, это сложно. Но вообще все в этом мире сложно. Но и во всем можно разобраться в теории. Или ты просто плывешь по течению. А если у меня нет идей? Я тогда совсем не понимаю, для чего тебе именно стримить. О чем тебе стримить? Потому что так делают другие. Или потому что ты этого хочешь. Вот над чем я советую тебе подумать. Ну а можешь по традиции сказать, какая я дура вообще. Ой, все высказалась, поплакалась. Пойду монтировать все это. Пока-пока. Уф, как тяжело все-таки читать. Столько дислексий. Вы б знали. Чё? Что? Чё? В смысле, что я сказала? У меня на ходу бы вышла каша из мыслей. Ладно, все, как получилось, так получилось. Пока-пока. Па-па.